Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. В этом видео хочу показать вам очень интересный фактурный узор спицами. Я думаю, такой узор отлично подойдет для вязания любых теплых вещей. Как вы знаете, любой узор можно связать по-разному. Из тонкой пряжи, средней толщины, из толстой. И он будет смотреться по-разному. Я уже связала два варианта образца узора. Первый вариант я выполнила узор из пряжи в нить в одно сложение. Получился такой мелкий, но интересный фактурный рисунок. И я думаю, такой узор будет прекрасно смотреться на кофтах, свитерах, пуловерах. Смотрите, обратная сторона у него имеет такие объемные дорожки, но все равно узор хоть и пышный, но он достаточно мягкий такой, легкий и отлично подойдет для вязания кофточек. Второй образец я вязала уже нить, делая в два сложения. Получилась вязка крупнее, узор выразительнее, пышнее, толще. Здесь объемные дорожки по изнанке идут еще как бы объемнее. И узор этот достаточно плотный, толстый. Я думаю, он отлично подойдет уже для вязания теплых жакетов, даже пальто, шапок, например. В общем, для вязания каких-то толстых теплых вещей. И я хочу еще один вариант связать. Здесь я использовала спицы номер 5, здесь спицы номер 6. Хочу еще пышнее связать узор и буду использовать спицы номер 7. Третий образец. Я вяжу из пряжи образцы Alize Lana Gold Classic. Здесь моточек 100 грамм 240 метров. То есть, в принципе, ниточка средней толщины. Состав пряжи 51% акрил, 49% шерсть. Спицы рекомендованы номер 4 и 6. От 4 до 6. Итак, приступаю к вязанию третьего образца. Нить делаю в два сложения и обычным классическим способом набираю петли. Раппорт узора в ширину составляет всего 2 петли, поэтому необходимо набрать любое количество петель, но оно должно быть четным. Причем учтите, что 2 петли, первая и последняя, будут кромочные. Итак, набрав нужное количество петель, далее вяжу первый ряд. Первый ряд будет проходить по изнанке, и выполняется этот ряд, чередуя одну лицевую, одну изнаночную, то есть обычная резинка 1 на 1. Кстати, этот узор отлично сочетается с резинкой 1 лицевая, 1 изнаночная, и такой происходит гармоничный переход от резинки к узору. Поэтому, если вы будете вязать шапку, то в начале планку выполняете резинкой и далее переходите на вязание узора. Можно резинку вязать любой высоты, но я выполню всего один ряд от наборного ряда. Первая петля кромочная, я ее снимаю, и далее чередую лицевая и изнаночная. Можно начинать чередование с изнаночной, то есть повторяйте изнаночная и лицевая, или лицевая изнаночная. В конце ряда последнюю петлю кромочную провязываю изнаночную, поворачиваю работу и начинаю вязать второй ряд. И по сути это будет первый ряд раппорта узора в высоту. В высоту повторяется всего 4 ряда. И каждое новое повторение раппорта в высоту мы сдвигаем узор на одну петлю. Но первый раппорт я не буду сдвигать. Поэтому первая петля кромочная снимаю. И в первом ряду раппорта, здесь в первом раппорте, над лицевой провязываю лицевую. Над изнаночной буду провязывать изнаночную. То есть продолжаю вязание резинки. При выполнении второго, третьего повторения
наоборот, над лицевой буду провязывать изнаночную, над изнаночной лицевую, то есть смещение раппорта. Итак, вяжу первый ряд. Начинаю вязать второй ряд раппорта в высоту. Первая петля кромочная. В этом ряду все лицевые петли провязываю, а изнаночные петли переснимаю, не провязывая, рабочую нить располагаю впереди петли. Лицевую провязываю, изнаночную снимаю, нить впереди. Итак, повторяю. Если вы вяжете круговыми рядами, то есть у вас все ряды идут по лицевой стороне, то вы провязываете изнаночные, а лицевые снимаете, располагая рабочую нить за петлей. Третий ряд раппорта идет по лицевой стороне. Первая кромочная. Здесь мы снимаем лицевые петли. Вот первая петля идет после кромочной, лицевая, я ее снимаю. Рабочая нить за петлей. Изнаночную провязываю. Лицевую снимаю. Изнаночную провязываю. Лицевую снимаю. Изнаночную провязываю. И так до конца ряда. Четвертый ряд раппорта идет по изнанке. Первую петлю кромочную снимаем. Повторяется как второй ряд. Здесь лицевые петли провязываем. Изнаночные снимаем, нить впереди работы. То есть мы одни и те же петли переснимаем. 3 ряда. Итак, первый ряд, 4 ряда раппорта провязано. И начинаем вязать новый раппорт. Сейчас вы видите вытянутые петли, которые идут из лицевых петель. Первый ряд второго повторения в высоту. Первая петля кромочная. Здесь мы, смотрите, лицевая петля, которая снималась на протяжении 3 рядов. Мы ее провязываем изнаночной, а изнаночную следующую петлю провязываем лицевой. То есть по сути идет смещение рисунка на одну петлю. И так провязываем, чередуя лицевую и изнаночную, лицевую и изнаночную. Начинаю вязать 6-й ряд. Первая кромочная. Смотрите, здесь следующая петля идет изнаночная. Я ее снимаю, нить впереди петли снятой, а лицевую провязываю. То есть мы провязываем тоже все петли лицевые, а изнаночные снимаем нить впереди работы. И так выполняем этот ряд. Седьмой ряд по лицевой стороне вяжем точно так же, как третий ряд. Здесь у нас после кромочной идет изнаночная, ее провязываем, лицевую петлю снимаем, не провязывая, нить за работой. И так повторяем. Изнаночную провязываем, лицевую снимаем, нить за работой. Изнаночную провязываем, лицевую снимаем, нить за работой. 8-й ряд идет по изнанке и выполняем точно так же, как и предыдущий изнаночный ряд. Здесь первая идет петля изнаночная, которую мы снимаем нить впереди работы. Следующая лицевая, ее провязываем. Снимаем изнаночную, лицевую провязываем. Восьмой ряд я закончила. Посмотрите, уже появились 2 объемные дорожки. Поворачиваю работу и начинается новый раппорт узора в высоту. Первая петля кромочная. Вновь смещаем раппорт узора. Здесь над изнаночной провязываем лицевую, над лицевой вытянутой провязываем изнаночную. И повторяем. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И вновь идет повторение с 1 по 4
ряд. Сейчас я провяжу образец на высоту побольше и покажу, как он смотрится. Дорогие друзья, я связала третий образец. И посмотрите, как смотрится узор. Еще хочу обратить ваше внимание, что край, смотрите, не закручивается. Форму полотно держит очень хорошо. И узор получился объемный, пышный и вот такой фактурный, выразительный. Смотрится очень интересно. Дорогие друзья, я надеюсь, вам понравился этот узор. Был понятен процесс вязания. Не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание.